Это видео навеяно очередной грандиозной перемогой, повышением тарифов для населения. И в связи с этим вспоминаются былые, знаете, былое и думы, вспоминаются старорежимные времена, когда отдельные представители ненавистной партии регионов предупреждали, к чему все идет. Ну а отдельные представители оппозиции, светлой и чистой сегодняшней власти, рассказывали, что все, о чем предупреждали представители партии регионов, это все чепуха. В общем, давайте для освежения памяти. Но вы не говорите, какой ценой от нас требуют сделать тот или иной выбор. Это Елена Бондаренко. Чуть позже ведущий этой программы Куликов пригласит ее, выйдет скандал уже во времена настоящей демократии, когда не принято ставить оппонентов друг против друга, возникнет скандал, и тогда Куликов скажет фразу, которая унизит себя в первую очередь. Он скажет: я пригласил ее для того, чтобы показать, от чего мы избавились. Отстаиванием интересов национального производства за рубежом, потому что, как сказали послы даже тех стран, которые нас косвенно поддерживают в вопросе приближения к Евросоюзу, даже они прямым текстом говорят: а мы вас не ждем, вы сами к нам проситесь. Но это один говорит. И возникает вопрос, Андрей. Вот как раз этот ведущий. Но это один говорил. А остальные послы всех стран Евросоюза нас очень сильно ждали, как выяснилось. Ну мы же сейчас в Евросоюзе, если вы забыли. Если Польша, вступая, получила от Евросоюза помощи в 110 миллиардов евро, то сейчас Украине не предлагают вообще ничего. Ну, как мы понимаем, это все чепуха, ерунда и балабольство. А вот это не балабольство и не ерунда. Это супруга Юрия Витальевича Луценко, Ирина Луценко, она сейчас народный депутат. Вот она рассказывает чистую правду. Тому що для Європи важливо не тільки економічна вигода. Європа наполягає. Ми запрошуємо вас в Європейський Союз. Видите, нас приглашали в Европейский Союз. Приглашали, но, по-видимому, мы сейчас не в Европейском Союзе и вступим, когда, там говорят, через 20 лет, в лучшем случае, наверное, потому что просто не хотим. Ви знаєте, завдяки Харківським угодам, якими вони складними, дуже складними не були, але Україна 3 роки не підвищує ціну на газ, незважаючи на те, що ця ціна, зрозуміло, абсолютно є неадекватна. Так що давайте, пані Ірина, а тепер питання. Створена по такій самій формулі «бери або плати». Пані Ірина. Благодаря тем самым Харьковским соглашениям, которые подписала, опять-таки, ненавистная прошлая власть, в стране не повышалось 3 года тарифы на газ для населения. А Ирина Луценко говорит: да ладно, это общеевропейское. Но если в таком случае, если это общеевропейское, то значит сейчас мы уже раза в 2, наверное, круче, чем Европа. Ну а теперь эксперт по всему. Мне очень жалко, честно, вот как видеоблогеру, очень жалко, что Яценюк покинул нас, потому что остальные чучелы, которые пришли, которые сейчас населяют Кабмин, это вообще никто. На них смотришь и смотришь сквозь них. Серые ничтожества. Вообще ничего интересного. То ли дело был Арсений. Все просто. Сейчас все расскажу. Дуже просто. Польща. Це країна, яка в 1991 році мала такий самий рівень економіки, як і Україна. Ви про це знаєте. Далі вона в 1995 році підписує угоду про асоціацію з Європейським Союзом. До моменту вступу Польщі до Європейського Союзу її економіка зросла в 3 рази. А если у Польши после подписания ассоциации выросла экономика в 3 раза, то у Украины, понятное дело, тоже вырастет. Сейчас 2 года прошло, если что-то и растет, то не видно, знаешь, может вглубь растет. А здесь Яценюк сейчас вмажет по премьер-министру России Дмитрию Медведеву, потому что Медведев, вы не поверите, Украину оскорбил. И он сейчас будет говорить, что премьер-министр не должен оскорблять другую страну. Это Яценюк говорит. Особа, яка виконує обов'язки прем'єр-міністра Росії, Дмитрій Медведєв. По-перше, ви знаєте, я думаю, що все-таки прем'єр-міністру треба якось інколи себе за одно місце щипати, якщо він говорить такі неприємні речі по відношенню начебто не просто до сусідньої, а до братської країни. А він дуже зухвало і некрасиво говорив про нашу державу. Ну, если бы Яценюк щипал себя всегда, когда говорил идиотизмы про соседнее государство, то у него бы, наверное, там все красное было. А теперь он расскажет интересные вещи по поводу зарплат. Ну, а по-друге, йому було би бажано, хоча б наняти економічних радників, і якщо він каже якісь фрази, то за них треба відповідати. Він сказав про те, що
Україну очікує те, що сталося з Грецією і Кіпром, якщо мені не зраджує пам'ять. Медведев сказал, что Украину ожидает то, что случилось с Грецией и Кипром. Лжец, лжец, негодный лжец. Давай, Сеня, про зарплаты. Який рівень заробітної платні, мінімальної заробітної платні в найгірших країнах Європейського Союзу, як сказав Дмитрій Медведєв? От мінімальна заробітня платня. Вона в Україні складає зараз 1147 гривень. Знаєте, яка мінімальна заробітня платня в найгіршій країні Європейського Союзу, в Греції? $1000. $1000. Прошли годы, прошло много-много лет. И Яценюк рассказывает о минимальной зарплате в Украине 1100 там, с чем-то. А сейчас это минимальная зарплата 1300 с чем-то. То есть прошли годы, грохнулась гривна. Все, в общем, сами знаете где. А зарплата выросла на 200 гривен. Ми йдемо до Європейського Союзу. Мы идем в Европейский Союз. И вот этот балаболка являлся премьер-министром 2 года. И зал ему аплодировал. И залы ему аплодировали. И его любили, пока не объяснили, что любить его не за что. Вот второй, его любите пока что, еще на 2 года. Второй балаболка. Ну а пока что послушайте, почему мы идем в Евросоюз. Впрочем, вы это уже слышали. Тому що, перше, економіка Європейського Союзу в 10 разів більше, ніж економіка Росії. Друге, рівень освіти в Європейському Союзі в десятки разів вищий, ніж рівень освіти чи в Білорусі, чи в Казахстані, чи в Росії. Третє, рівень медицини відповідає рівню тривалості життя. А наші європейські партнери живуть на 15 років довше, ніж в Україні, і так само в Росії, і в Казахстані. Они всегда подменяли понятия подписания ассоциации и поход в Евросоюз. По всей видимости, так как ассоциация уже все подписана, то сейчас вы имеете все эти блага. Ну, а теперь послушаем другого человека. Но я бы хотел сразу же подчеркнуть, если быть объективными, тогда он не смотрелся таким пафосным балаболом, как сейчас. Тогда он выглядел более или менее адекватным на фоне всех остальных. Этим он и подкупил, наверное, поэтому, наверное, его и избрали президентом Украины. А сейчас он расскажет, как должны жить украинцы. Головна проблема для українців не тільки те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, а ключова проблема, щоб українці жили так, як мають жити жителі країн-членів Європейського Союзу. Убежден, вы уже живете так, как живут жители Европейского Союза, ведь этот человек стал президентом, и он уже давно президент. А кто получит выгоду максимальную от подписания ассоциации? Сейчас узнаем. Петр Алексеевич, говори. А хто ж отримає найбільше дивідендів від того, що Україна підпише угоду? Всі. Україна, українці, влада. Ну, насчет власти согласен. Наверное, какие-то дивиденды все-таки получила. А теперь Петр Алексеевич Порошенко расскажет об иностранцах в украинской власти. И расскажет он, ну, по-моему, позиция его вполне ясна. Не нужны они нам. Ви знаєте, я тут почув нещодавно одного політика і одного з кандидатів там на одних посад, що ви знаєте, от я як прийду до влади, я запрошу собі фахівців з Берліну, запишу з Парижу, вони приїдуть і все нам що зроблять. Дорогі мої, ніхто нічого нам не зробить, крім нас самих. Прошли годы, и Петр Алексеевич думает иначе. И это нормально, в общем-то. Человек-то меняется, знаете, в детский сад пошел, потом в школу, потом еще куда-то. А ничто так не меняет человека, как кабинет в адміністрації президента. Що реформаторы у всіх часів і народів не цуралися долучати до змін іноземців. І у нас зараз багатьом відомствам допомагають закордонні консультанти. Не цуралися долучати іноземців, но этого мало, маловато буде. Та цього замало. Моя ідея полягає в тому, щоб через зміни в законах надати право залучати на державну службу іноземців, включно аж до членства в уряді. Браво, браво, Петр Алексеевич, включая членство в Кабмине, браво. Это тогда еще не пришли эти суперреформаторы, которые потом такого нареформировали. Ну а теперь скромные такие, знаете, правила успеха от Петра Алексеевича Порошенко. Как сделать страну успешной? От я можу сказати на власному прикладі. Да, на собственном примере это лучше всего всегда. Ти чесно сплачуєш податки, А через офшоры налоги платить легче всего. і ти будуєш державу, в якій хотів би, щоб жили ти і твої діти. Строишь государство, строишь дворцы, ну правда за пределами своей страны. А вот это вот Олейник, это представитель прошлой власти, и он будет рассказывать под смешки о том, что ожидает Украину в случае, если,
Но смешно ж было. Кредит Міжнародного валютного фонду, але там є певні застереження. 3 роки проводимо переговори і нам кажуть, а ви знаєте, буде кредит при умові. І одна із них є для нас непереборною. Це підніміть тарифи для населення. Да врал явно, МВФ не могли требовать поднять тарифы для населения. Ну, не врал оказалось. Вот смотрите, в 2015 году их уже подняли. И почему? Объяснение классное, для борьбы с коррупцией. Підвищення цін є економічно обґрунтованим. Воно дозволяє нам викорінити корупцію, що існує в секторі на різниці в цінах. Тарифы подняли, а коррупция не искоренилась. И поэтому что? Через годик Гройсман говорит, надо бы еще поднять тарифы. Коррупцию искоренить. Низкие или экономически необоснованные тарифы – это повод для жесткой коррупции. Это десятки, сотни миллиардов, которые заработали разные люди. Сказано, сделано с улыбочкой. Заплатят все. Кабмин поднял цены на газ до рыночных. Уже с 1 мая голубое топливо будет стоить 6 гривен 90 копеек за кубометр. Льготные тарифы отменяются. И это, конечно же, для борьбы с коррупцией. Отнюдь не по требованию МВФ. Постоянный представитель фонда в Украине Жером Ваше напомнил, украинское правительство должно было уже принять решение о повышении цен на газ с 1 апреля. Динозавры партии регионов на это идти не хотели. І ми кажемо, ми не підемо на це. Президент сказав, ми не підемо на це. Це практично буде вибух соціальний. Говорит, будет социальный взрыв. Вот это на самом деле насмешил. Смотрите, уже после нынешнего поднятия тарифов, которые оплатить, вообще, нереально. Взрыв соціальний, да? Вітаю, колеги. Черкаси не хочуть платити більше, однак будуть... Не хотят платить, но будут. Надо было повышать сразу в 8-10 раз. Они бы все равно платили бы. Уже бы почки распродали. Знаете, приходят платить, у них почек нет. Но платили бы. Послушайте, какой социальный взрыв. Вот это вот черкащанин, видите, как он с оптимизмом. Тяжело придется, страна строится, все идет к лучшему. Все к лучшему. Что не делается, все к лучшему. Правильно, дружище? Порошенко сейчас расскажет, как сократить потребляемость газа. Это же у нас из-за газа, все проблемы наши из-за газа. На 60% скоротилося споживання російського газу. За рахунок чого? За рахунок інвестицій. Те, що ми перевели українські котельні на вугілля. Українське вугілля. Может быть, я невнимательно слушал, но сейчас я этой схемы вообще не вижу, как сократить потребляемость газа за счет того, что котельни все перевести на уголь. Уголь украинский, уголь дешевый, так зачем же вы гнобите население этими тарифами непонятными на газ? Подкинь угольку! Таке підвищення української енергоефективності, яка була найнижчою в світі. Сейчас Порошенко расскажет, что дотации нам дадут. В общем, переживать не стоит из-за ассоциации. Але ж Польща отримувала дотації фактично від Євросоюзу. Так коли ми вступимо, ще раз кажу, от є дві речі. Коли ми вступимо, ми праві розраховувати на дотації. Вступим в Евросоюз. Порошенко тогда заряжал. И он не верил во вступление в Евросоюз, но заряжал. Але зараз до вступу ще дуже далеко. Ні, пане Андрій, ні, дозвольте тут з вами посперечатися, хоча я дуже не люблю цього робити особисто з вами. Видите как? Поспорить, говорит, позвольте с вами здесь не согласиться. До вступления рукой подать, пару шагов сделать, 2 раза упал, докатился. Но вот как-то не можем докатиться и еще 20 лет минимум. На самом деле это сказали, что 20 лет никто их не трогал. На самом деле, я думаю, лет 50, 70, 80, 180. І коли вас тут сьогодні лякають, що теж, ви ж дивіться, що ми не підемо на те, щоб підвищити тарифи, не про те мова. Не про это, оказывается, был разговор, не о повышении тарифов. И сейчас тарифы повышены, конечно же, для борьбы с коррупцией. Петя, ты правду тогда говорил? Я думаю, он говорил неправду. Я не верю, что этот человек мог верить во вступление в Евросоюз и мог не знать о том, что МВФ именно требует того, что они сейчас и осуществили, всех этих повышений тарифов. Вот такое вот видео, я думаю, нормально в плане осмысления темы тарифов и переосмысления того, что когда-то в свое время рассказывали динозавры от ненавистной партии регионов. У меня все.